Меня попросили сравнить картофель и топинамбур. Что полезнее? Хорошо, давайте посмотрим таблицу нутриентов от USDA. Что мы видим? Даже без детального изучения очевидно, что по пищевой ценности картофель намного превосходит топинамбур. Возникает логичный вопрос, почему о топинамбуре так много хвалебных публикаций в инете? Я попытался разобраться и нашел, что единственное, чем он уникален, это инулин. Что такое инулин и кому он может быть полезен? Если кратко, целебные свойства инулина определяются его действием в качестве пробиотика. Он стимулирует перистальтику и рост бифидобактерий. Из-за невосприимчивости инулина к пищеварительным ферментам он на 100% сберегает все свои качества при прохождении через кишечник. Нерасщепленные остатки инулина чистят желудочно-кишечный тракт словно щетка, забирая с собой наружу токсины, радионуклиды, вредный холестерин, соли тяжелых металлов. Именно это свойство используют производители БАДов, рекламируя данный пробиотик. А если сказать простым языком, инулин – это одна из разновидностей клетчатки. А в пользу любой клетчатки нет сомнений. Далее я решил проверить, действительно ли топинамбур лидер по содержанию инулина, как это сказано в интернет. Снова смотрим в таблицу. Как и следовало ожидать, в инете много неправды. Топинамбур не лидер по содержанию инулина, а занимает лишь 5-е место в топ-10. Однако у него есть большое преимущество перед остальными. Корнеплод можно почистить и съесть сырым, а вот корни лопуха, дуванчика, цикория необходимо сушить и обжаривать, а это уже усложнение процесса. Вот мое заключение. Топинамбур сильно проигрывает картофелю по питательным качествам, а значит, заменять им картофель нецелесообразно. А вот в качестве дополнительного источника клетчатки и разнообразия в пище топинамбур подходит. Если у вас есть что добавить, можете оставить коммент.